Доски садху. Познакомился в 2017 году. В одном из йога-центров стояла доска, но она стояла больше как такая декорация, и никто на нее не мог встать, все боялись. Я встал, попробовал самостоятельно и понял, насколько вот это внутреннее мое животное меня пытается с нее согнать. И вот прошел это состояние, увидел, насколько вот мозг начинает взрываться, что нет, спрыгни, или какая-то другая часть говорит, нет, я же решил встать, и вот эта борьба внутренняя идет. Я разбирался с досками, которые вот там у тех мудрецов, которые в Индии, у садху, да, и увидел, что там простая такая ручная работа, но то, что мы сделали сейчас, это можно назвать вообще произведением искусства, потому что делается все на профессиональном оборудовании. Сначала размеряется, вырезаются заготовки, потом вручную все это собирается. Мы добились того методом проб и ошибок, причем не за один месяц все это делалось. Я говорю, вот процесс улучшения, он, наверное, по сей день идет, уже вот 3 года мы их производим. То есть расстояние между гвоздями, высоты гвоздей, это очень важно. Расположение гвоздей идет таким образом, чтобы на стопе максимально все точки акупунктуры были задействованы. То есть вот если взять доску, да, а здесь идет такое расположение, это расположение, оно называется цветок жизни, то есть оно идет таким вот как бы по кругу. И расстояние между каждым из гвоздей, оно одинаковое. Есть разные модели, есть где-то там по квадрату, по ромбу размещают. Но вот мы выяснили, что вот это размещение оптимальное. Изначально мы делали все наши доски на вот подобных гвоздях. Это называется оцинкованный гвоздь. Поэтому эти гвозди, они не ржавеют. Основная их фишка. Плюс цинк, он полезен также для нашего организма. Вот эта вот доска называется комета. Сейчас, на сегодняшний день, уже у нас в линейке 4 модели досок. Это 2 с оцинкованными и 2 мы еще вот производим буквально пару месяцев, как с медными гвоздями. Медь — это вообще уникальный материал, и в медицине много где используется, и он очень, у него большие свойства антибактериальные. Но для человека, который в первый раз встает, для него все равно, хоть на медные, хоть на такие, становится ему одинаковые ощущения. Единственное, ощущения меняются от расстояния между гвоздем. Эти доски такие базовые, начинающие, у них расстояние где-то 1 сантиметр. Вот, но мы делаем больше. Вот те, на которых уже профессиональные йоги становятся, там 1,5, есть 1,8. То есть это уже больше расстояние, понимаете, да? Чем больше расстояние, тем сложнее на нее встать. На одном гвозде вообще сложно стоять. Вот эта модель комета, и такая же есть галактика на медных гвоздях, она отличается тем, что здесь гвоздь, он подвижный. То есть он ходит где-то на расстоянии 8 миллиметров. И получается, когда мы стопой становимся, она проваливается, и происходит такое вот, как мы их называем, ортопедические, то есть обтекание, и оно достает даже каких-то, зоны, которые глубже находятся. То есть зона воздействия акупунктуры гораздо выше. Раньше, первое время, мы их просто продавали, и я увидел, что потом, когда я человеку звоню, спрашиваю, как практика, стоишь там, все. Он говорит, нет, слушай, все, что-то некогда, все, потому что сложно самому вот взять и встать. Поэтому в последнее время мы их продаем только после мастер-классов. Всем рекомендую попробовать этот инструмент, прикоснуться к этому, хотя бы просто прийти на мастер-класс, встретиться со своим внутренним вот этим вот, как мы его называем, внутреннее животное, да, и посмотреть, кто кого, да. Умеешь ты управлять своими эмоциями, мыслями, своим телом, или все-таки какие-то реакции, рефлексы, гормоны управляют тобой. Вот это самое основное.